Привет всем! У меня сегодня особенный гость. Это моя студентка Джинджер, которой 10 лет. Она является виолончелисткой, а также она вокалист. И причина того, что она сейчас берет уроки по вокалу, в том, что она услышала голос Димаша. Впервые я показала ей песню «Адажио». Это была первая песня Димаша, которую она услышала. Он был настолько удивительным, каждая спетая им нота была идеальной, поэтому он очень меня вдохновил. И поэтому ты стала брать уроки по вокалу, да? Итак, мы сегодня обсуждаем здесь 3 новые песни, которые он недавно презентовал. И первая песня, которую мы услышали, называется «Stranger». Да, хорошо, тогда давай обсудим песню «Stranger». Когда я показала эту песню тебе, какие были твои первые впечатления? Эта композиция действительно получилась очень загадочной. Эта песня навеяла у меня ассоциацию с моим переездом из города Лонг-Бич в Сан-Диего, когда я тоже чувствовала себя чужой. Поэтому я думаю, что я понимаю, что это значит. Это такое чувство, когда ты как будто не вписываешься куда-то, и ты там чужой. И чтобы освоиться в чужой загадочной стране и начать все сначала, тебе нужно быть сильным. И это обстоятельство очень сильно меня связывает с этой песней. И я думаю, что выступление Димаша получилось очень театральным. Сцена была невероятно театральной. С самого начала выступления люди были одеты в черные костюмы. А потом Димаш подошел и встал в центр сцены. Это было действительно круто. Получилось действительно очень захватывающе. И у тех персонажей были в руках свечи. Да, там были свечи. Как хорошо ты обращаешь внимание на такие детали. Как я уже сказала, эта песня получилась чрезвычайно драматичной. Очевидно, что самое главное в этой песне было то, как она завершилась. И мы решили выяснить, как долго он пел последнюю ноту. Да, я до сих пор ошибалась в подсчетах. Да, она насчитала около 17 секунд, а после того, как мы посмотрели более 100 раз, я думаю, что там около 20 секунд. Он использует в этой песне так много разных вокальных техник. Да, у него очень сильный голос, особенно в низком и высоком диапазоне. Его низкий голос-баритон варьируется от чрезвычайно низкого до чрезвычайно высокого. И он делает это просто идеально. И в этом нет никаких сомнений. Хорошо, теперь давай обсудим вторую песню, которая называется «Аве Мария». Эта песня просто вау! Эта песня тронула мое сердце. Я думаю, что это наша первая реакция на эту песню. Мы смотрели это выступление вместе, и Джинджер сказала, что это было похоже на ангела. Да, это был ангел-мальчик. О да. Да, это был звук, который пришел к нам из другого мира. Как будто это был голос с небес. И даже без слов мы это ощущали внутри себя. Это было очень красиво. И хотя было похоже на то, что он поет одни и те же ноты, но он использовал разные голоса. Такие как голос с придыханием и другие. Да, тебе же очень понравился его голос в начале песни. Это звучало вот так. Да, очевидно, что у Димаша намного больше мастерства. Да, у него голос более наполненный. Верно. Но она настолько вдохновилась этим глубоким звуком, что даже пытается немного подражать. Я думаю, что Димаш – это тот музыкант, у которого мы можем многому научиться в музыкальном плане. Как сказала ранее Джинджер, в этой песне нету слов. Но качество звука, которое он производит, просто невероятное. Его голос на эмоциональном уровне передает нам весь смысл того, о чем Димаш хочет нам сказать, его чувства.
И мы определенно чувствуем то, что чувствует он. И поэтому мы понимаем смысл этой композиции. Вы знаете, эта песня позволяет нам чувствовать то, как будто мы летаем в облаках. Если я не ошибаюсь, начало песни почти такое же, как в произведении Франца Шуберта «Аве Мария». Там почти те же ноты. Я сейчас попробую вам это доказать. Там определенно есть некая схожесть с композицией Шуберта. По крайней мере, речь идет о первых 3 нотах. Да, я это тоже услышала. Хорошо, тогда я сейчас тебе продемонстрирую. Я полагаю, что это очень умный ход для того, чтобы связать песню Димаша с классической версией песни Шуберта. На самом деле, состав песни Димаша действительно очень классический. Песня очень отличается от других его композиций. Тут присутствует больше таких стилей, как поп и рок. При этом эта песня очень умиротворяющая. Я думаю, что не хватит слов, чтобы описать то, насколько эта песня прекрасна. Позвольте, я отложу мою скрипку. И теперь мы хотели бы поговорить о песне «Fly Away». Вообще, Димаш в этот раз презентовал нам сразу 3 восхитительные, масштабные и эпичные песни. И в первую очередь мы очень благодарны ему за то, что он дарит нам такую красивую музыку. Итак, давайте обсудим песню «Fly Away». Что ты думаешь об этом? Во-первых, эта песня очень отличается от 2 предыдущих. Ты тоже так думаешь? Да, лично мне действительно очень понравилась песня «Fly Away», особенно слова песни. Эта песня дарит совершенно новые ощущения. Да, и эти чувства очень личные. Мне кажется, что в этой песне он ищет себя заново. Очевидно, что название песни «Улетай» уже означает, что история начинается заново. И слова в этой песне, на мой взгляд, очень прямые. В одной части песни поется о том, зачем нам приходится врать. Не помнишь, как пелась эта часть? Она уже выучила слова к этой песне. И это действительно очень красивая песня. Ей очень нравится петь ее. Песня восхищает тем, что при ее прослушивании мы заряжаемся танцевальной энергией, заставляющей нас слушать ее повторно. Хочешь ее послушать? Этот танцевальный драйв для нас является неким сюрпризом. Да, он поет глубоким голосом, переходя в твердый голос, унося нас в облака. Да, это прямой, полный голос, переходящий в фальцет. Ты можешь нам такое продемонстрировать? Да, особенно интересно тот момент, когда он поет «Fly Away». Это звучит очень мягко и необычно. И этот момент преподносит нам сюрприз, потому что обычно ты ожидаешь чего-то привычного. Вот видите, вот это звучит уже не так обычно. Поэтому Димаш дарит нам очень много музыкальных сюрпризов. Я имею в виду то, как он интерпретирует звук. Он делает это очень уникально. Поэтому музыканты и студенты определенно могут многому научиться у него. Я думаю, что эти новые 3 песни все фантастические. Они все уникальны, и каждая из них уникальна по-своему. Именно такие чувства вызывают у меня эти 3 песни. А что чувствуешь ты? Мне очень понравились эти песни. Они действительно очень разные и уникальные. Каждая из них. Да, каждая из них уникальна по-своему. И ты собираешься их еще слушать много раз? Да, все 3 песни очень сложные. И их петь не так-то просто. Но ты знаешь, ты же все равно можешь пробовать их спеть. Ты хочешь этого? Да, эта девушка настоящий маленький Димаш Диар. Да, ей всего 10 лет. Спасибо вам за то, что выслушали нас. Привет, канал Алга Петербург. Алга Димаш. Всем пока. С любовью из Сан-Диего.
Если фильм вам понравился, поставьте лайк, подпишитесь на канал и включите уведомления, чтобы не пропустить важные новости о любимом артисте. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам! Команда «Алга Петербург».